Прежде всего, давая оценку тех событий, необходимо двухлетней давности, значит, остановиться на первопричинах. Что было первопричиной? Не какие поводы использовались в развитии тех или иных событий, а именно что лежало в основе, каковы были причины, что послужило возможностью для того, чтобы произошел переворот на Украине. Необходимо обязательно, на мой взгляд, остановиться на заказчиках и организаторах этого переворота. Это тоже очень важное направление и важный момент. Необходимо остановиться на движущих силах, которые непосредственно были исполнителями вот этого сценария, который, собственно говоря, и был реализован на Украине. Также необходимо поговорить о последствиях, к чему это все привело. Моя оценка тех событий трагических, которые произошла 2 года назад, она не только не изменилась, но и наоборот даже нашла дополнительное подтверждение в виде фактов определенных лиц, которые уже после событий дали некую информацию о том, что произошло на Украине. Есть достаточно много оперативной информации, представляющей интерес также о тех событиях. Ну и для того, чтобы говорить о внешних силах, также этот вопрос, я считаю, нужно обязательно проговорить. Потому что мы говорим, что Украина представляла геополитический интерес, и этот интерес возник не в 2010 или в 2012-2013 годах. Этот интерес возник гораздо раньше. И если обратиться к истории, посмотреть, что произошло после распада Советского Союза, сколько проходило каких массовых мероприятий и попыток привести к власти радикальные националистические силы, то можно сказать, что это в динамике можно проследить, какие события происходили. Если вы помните так называемые революции на граните, так называемые помаранчевые революции 2004 года, события, безусловно, вот последнего переворота, я считаю, что они между собой связаны. И почему я так считаю? Потому что есть тому масса подтверждений, то есть тех технологий, которые применялись на территории государства Украина, которые не только применялись, развивались, усовершенствовались и стали возможными и привели к этому перевороту. Необходимо сказать, что непосредственно перед самими событиями, так называемым Евромайданом, проходили массовые мероприятия по всей территории Украины. Эти мероприятия были связаны с выступлениями, находились различные поводы, языковый вопрос, закон о языках, были найдены поводы для того, чтобы организовать людей на массовые мероприятия, не только языковые. Это были поводы и связанные с этническими проблемами, это вопросы с социальными проблемами, которые были в обществе, это вопросы, связанные с межконфессионными событиями. И каждый раз вот изучалось общество, изучались общественные мнения, изучались они прежде всего организаторами вот этого переворота, это геополитическими игроками. Действительно, Украина находится в таком месте геополитическом. Мы знаем, что такое знаменитое высказывание о том, что Россия без Украины не будет империей, ну и так далее. Я там цитировать не собираюсь сейчас, это не место. Значит, и геополитический разлом, вот тот, на котором находится Украина, безусловно, не мог не повлиять на те события, которые происходили.